Перед началом этого видео я хочу сделать дисклеймер. Все истории выдуманы мною, также выдуманы все названия и имена. И если это что-то совпадает с реальностью, значит это просто совпадение и никак больше. Hello, everyone, всем привет, с вами я, Алекс. Сегодня у нас День учителя, и я поздравляю учителей, остальным соболезную, как говорится. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Это уже вторая часть школьных историй. Надеюсь, они будут забавными. Ну, let's go. Я сдавала на ЕГЭ литературу, и помимо меня еще сдавали две одноклассницы. У нас было всего, получается, трое, те, кто сдают литературу. И она нас абсолютно никак не готовила к этому. Конечно, она нас смотала на уроках по поводу того, что «Ой, а что это, олицетворение или это эпитет? Что это? Ой, это оксюморон». На уроках литературы она нас сгоняла. И, в принципе, она нам давала хорошие, неплохие конспекты по каким-то основным произведениям. Но все равно это мало, потому что она должна, наверное, была бы хотя бы нам рассказать, в чем состоит экзамен. Так как я готовилась с репетитором, то для меня это не было новостью, что за экзамен, что он из себя представляет. Я уже 2 года тогда готовилась к нему. Но учительница, по идее, должна готовить нас, разве нет? Это ее обязанность, как бы. По русскому языку она нас готовила на уроках, и также у нас был как 7-й урок в четверг вроде бы, как дополнительный русский, и там мы также готовились. И это было вроде бы все. Ну, в принципе, нам этого хватило. Но дело в том, что все мы абсолютно забывали все, что она нам говорила. Четвертая история связана также с Наташей. Ближе уже к концу года наш директор решила, что нужно сделать пробник по литературе. Наша классная напоминала Наташе неделю буквально о том, что у нас будет пробник. Ученики, которые не писали общество или историю, те писали русский. Ну, а мне была литература. Мы пришли к 9, нас посадили в кабинет. И так все, что мы узнаем о том, что она нам ничего не подготовила. Абсолютно. Наташа, она решила, что ей стоит прийти к 10, а не к 9. Чтобы вы понимали, когда даже эта учительница пришла, нашему директору пришлось буквально уговаривать ее напечатать нам бланки с литературой, просто потому что ей этого не хотелось. Ну, это лишний морок. В итоге она за минут 5 все нам распечатала и дала буквально первые, наверное, попавшиеся нам варианты. Также ученица истории общества, которую рассказывала Оля, она пришла вообще ближе уже к 11, и она также ничего не подготовила. И в итоге нашей классной ей самой пришлось что-то искать на ее столе, что-то похожее на варианты ЕГЭ, и раздавать ученикам, потому что у нас не резиновое как бы тоже время. Нам тоже, может быть, нужно по каким-то делам. Пятая история, она будет заключительной и достаточно короткой, тоже связанной с хладнокровностью Наташи. Экзамен по литературе, он был 23 мая, он был самый первый, который мог бы быть. И 24-го на последнем звонке абсолютно каждый учитель начал подходить к нам, тем, кто сдавал литературу, и спрашивать, что у нас было, насколько мы рассчитываем, все ли хорошо. И также они нас хвалили, все равно говорили, что мы молодцы, что мы справились с этим. К нам даже подошла директор и сказала, что все нормально, все хорошо, вы молодцы. Но Наташа, она не подошла. Также, когда были известны уже результаты, то учителя в своей классной группе, они начали всех нас поздравлять, то, что вы молодцы, то, что вы молодцы, вы получили хорошие баллы, ей, вы справились. Но в итоге Наташа абсолютно ничего не написала. В этой беседе даже писали учителя начальных классов, поздравляли нас. Даже учительница по математике, она оказалась тоже достаточно холодной, но на самом деле
Она просто очень трепетно относилась к своему предмету, поэтому она нас очень сильно гоняла. И действительно, мы ее боялись, потому что она настолько сильно давила на нас, что нам просто приходилось что-то учить. И в итоге мы все хорошо, в принципе, сдали ее предмет. Но при этом она перед экзаменом, она нам написала сообщение, то, что наши выпускники, я вас учила 2 года, все хорошо, вы совсем справитесь, для вас там нету ничего нового, просто вспомните тому, чему я вас учила, вы все справитесь, вы молодцы. И, кстати, эта учительница, она была в отпуске, и она вообще была в горячем ключе. Но при этом она все равно удосужилась как бы написать нам. Мне кажется, это просто человечно. Ну, типа, буквально сегодня я чистила свою галерею на планшете, и, чтобы вы понимали, у меня там было около 10 тысяч фотографий и видео, которые я не чистила, наверное, с года 20-19. То есть там вообще архивы такие, что кринж и позор. Именно в эти года я очень активно ввела свой нельзяграм, и я случайно увидела скриншот с своей сторис с подписью о том, что сейчас нам показывали фильм про ЗОЖ. Ну, знаете, обычно устраивают в школах такие мероприятия. Собирают все классы и говорят: вот, смотрите, мы за ЗОЖ, курить нельзя. Ну, я думаю, вы все знаете, я не буду вам повторять. И подпись гласила о том, что случайно, когда физик включал свой монитор, чтобы нам это все отобразить на презентации, на стенде, то мы увидели его заставку на рабочем столе, на котором была фотография девушки в бикини. Тогда мы очень офигели от увиденного. Было очень неожиданно такое увидеть, конечно. Но эта история не об этом, а о совершенно другом. Физик, он у нас вел свои предметы где-то в 7-8 классе. Так получилось, что директриса и по совместительству учитель физики, она забеременела и ушла в декрет. И у нас никто не преподавал физику. И где-то подобрали этого учителя, и он начал нас вести уроки. В принципе, этот человек был достаточно забавный, потому что он очень часто буквально ничего не делал на своих уроках. Но бывали, конечно, времена, когда он сдавал какие-то домашние задания и пытался, чтобы мы запомнили какие-то законы Ньютона и всякое такое, но у него не удавалось. Единственный его критерий был это просто вести конспекты в тетрадке, и все. В один из дней он задал нам сделать доклад о каких-то параграфах, я уже не помню здания, но суть в том, что я тогда об этом задании узнала буквально за ночь, и я просто скопировала все с интернета, ну, на флешку. Я даже не печатала, он, в принципе, так разрешил сделать. И когда досталась участь моя, показывать свою презентацию, так получилось, что у меня не было Microsoft, и он, в принципе, у меня не был активирован, поэтому я не могла зайти в Word и что-то как-то переделать эту презентацию. У меня были какие-то другие, я не знаю даже, как объяснить. В общем, все что угодно, но не Word. Хотя я действительно старалась. Чуть-чуть. Этот доклад был очень не очень. В том, что на Word определенном там были свои переносы, и те переносы, которые были, они не совпадали. И буквально там шло слово, обрывалось, и дальше оно шло. В общем, да. И, конечно же, я ему начала объяснять то, что вот, извините, у меня на ноутбуке нету Word, и я никак по-другому не могла сделать этот доклад. На что я получила: все нормально, мы исправим. Он мне подправил чуть-чуть мой доклад, и позже он мне говорит: слушай, у тебя же Windows не активирован. Так вот, я живу по этой улице, вот такой вот квартире, вот мой номер. И если что, можешь там мне позвонить, ты можешь ко мне прийти, и я активирую тебе Windows. Чтобы вы понимали, он
жил еще с кем-то в этой квартире. Я точно не помню, с сыном или нет, но прийти к тебе в квартиру одной, извини. Конечно же, я рассказала об этом своим родителям, то, что он мне предложил прийти к нему домой. Понятное дело, что они очень негативно на это реагировали. Отреагировали, в принципе, как и я. Но чуть позже я начала замечать о том, что на информатике он нам задал задание в Excel. И так получилось, что я не знала формулу, по которой надо это делать. И когда он мне ее показывал, я хотела встать, чтобы он сел на мое место, но он меня, получается, окружил своими руками, положил мне на мышку свою руку. У меня там была рука, он положил свою руку. И, в принципе, как-то ко мне прижался. И я думаю, господи, дядя, тебе уже за 50, мне 14-13 лет. Дядя, пожалуйста, не надо. Вообще, в принципе, это был тот учитель, который ставил оценки просто за красивые глазки. Именно поэтому у меня в аттестате стоит 5 по физике и информатике. Спасибо, дядя. Но я даже помню, как одна из наших одноклассниц, она специально как-то, знаете, та самая одноклассница, которая перед одноклассником как-то становится так, ух, ах, вот это вот все, понимаете, да? И перед ним она тоже как-то, знаете, вот прям вот так вот села, вот как-то, я думаю, господи, ты просто посмотри ему в глаза, он все, он растает, зачем как-то еще пытаться что-то делать? Не напрягайся, зачем ты напрягаешься? Ты можешь просто на него смотреть, все. Еще я помню, как как-то один раз у нас была физика, и так получилось, что он забыл вроде бы закрыть свою молнию на джинсах, и, понятное дело, у него были видны его трусы. Я, наверное, никогда не забуду эти трусы. Они были синего цвета с каким-то черным рисунком. А еще помню, как у нас, получается, кабинет физики, он находился в отдельном здании. Окна на физике, они были на улице, то есть там даже не было никаких решеток. Помню, как некоторые из наших ребят решили сгонять буквально через дорогу в магазин на физике. Он просто вроде бы не пришел на урок, да, он, кстати, бывало не появлялся на уроках. И от него, кстати, достаточно часто пахло алкоголем. Еще я помню его, наверное, легендарную фразу. Я не помню контекст, но не нужно курить бамбук. Или вы курите бамбук, что-то такое. В общем, учитель был достаточно странный. На этом мои истории закончились. Мы с Пушистиком вам желаем самого лучшего. И я, и Пушистик, мы оба надеемся на то, что вы поставили лайк, подписались на канал и оставили комментарий. Нам будет очень приятно. Спасибо еще раз, что смотрели это видео. С вами была я, Алекс. Всем добра и выбора. Всем пока. Пока. Такой же шкаф милый. Какое пузо себе отрастил. Ой, пузо отрастил. Просто посмотрите на его пузо. Ой, прости. Ну что за пузо? Ну, ты уже скоро 3 килограмма будешь весить.